Всех приветствую. Обзор, анализ, прогноз криптовалют. Прошло менее суток, и мой вчерашний прогноз уже отработал, поэтому следует мне записать новое видео с апдейтом. Оно будет небольшим, и в нем мы посмотрим парочку метрик, парочку новостей и, конечно же, графики. В качестве метрик я взял информацию по ликвидациям лонгов и шортов, для того, чтобы наглядно показать, что ликвидации лонговых позиций не повлекли за собой большого объема. Мы снесли стопы, которые были установлены еще 9 ноября. Вот такой относительно большой объем они за собой потащили, но после того, как мы спустились еще ниже, объемы были практически никакие. Это, напомню, говорит о том, что желающих полонговать становится все меньше и меньше, и здесь стопы были в небольшом количестве. Если же смотреть шортовые ликвидации, то, естественно, их было по минимуму, потому что движение цены было вниз. Ну и какой можно сделать вывод, глядя на такое количество ликвидаций лонговых позиций? Вполне вероятно, будет еще один тест, чтобы убедиться, что действительно объемов нет, то есть еще одно небольшое снижение. Если объемы так и не появятся, движение с большей вероятностью пойдет наверх. Также хочу порекомендовать вам отличную криптобиржу BinX. У нее сингапурская юрисдикция и нет обязательного прохождения KYC, то есть не нужно подтверждать свою личность документами, что особенно важно для трейдеров из России и Беларуси. Санкции там вас не достанут. Кроме спотовой и фьючерсной торговли криптовалютами с плечом до 125-го, на BinX можно торговать также и Форекс. Это различные валютные пары, также доступны индексы. Самые популярные из них это S&P 500, NASDAQ, Dow Jones. Также есть возможность торговли товарами, к примеру, нефтью, золотом и природным газом. Еще одной интересной особенностью биржи является копи-трейдинг. Если вы не уверены, что сможете самостоятельно торговать, то можно просто выбрать трейдера из списка на платформе, и его сделки будут автоматически копироваться у вас. Ну или если вы гуру трейдинга, то можете сами стать тем, кого будут копировать, и дополнительно зарабатывать еще и на этом. А теперь скажу пару слов о бонусах для тех, кто зарегистрируется по ссылке. В описании будет уникальный кэшбэк в 25% на торговую комиссию на целых 90 дней. Регистрируйтесь по ссылке в описании и торгуйте на бирже BinX. Давайте теперь посмотрим парочку новостей. Одна из них это Uniswap обновила правила сбора пользовательских данных. Если кто-то еще до сих пор не понял, что биржа Uniswap на самом деле централизованная, а подают они себя как децентрализованную, так вот, еще одно подтверждение. Они обновили политику конфиденциальности и рассказали о правилах защиты данных пользователей. Вот что заявила команда платформы. Прежде всего, мы не собираем и не храним личную информацию, такие как имя, фамилия, почтовый адрес, дата рождения, электронная почта или IP-адрес. Однако децентрализованная биржа DEX использует определенные сетевые данные и связанные с криптокошельками клиентов сведения для применения обоснованных решений и совершенствования обслуживания. Разработчики уточнили, что это относится к идентификаторам мобильных устройств, файлам куки, информации локального хранилища, данных об операционной системе, языках ПО и версии браузера. Биржа Uniswap подтвердила, что они проверяют кошельки клиентов с помощью сторонних аналитических инструментов для выявления незаконной деятельности. Также они предупредили пользователей, что могут делиться определенными данными с поставщиками инфраструктурных услуг вроде Infura и Cloudflare. Также платформа будет передавать имеющиеся сведения по запросу судебных органов и в случае необходимости третьей стороне для соблюдения комплаенса. То есть они, по сути, собирают все ваши данные и разбазаривают их всем, кто это попросит. Если прочитать еще раз, они передают данные по запросу судебных органов. Если же они не собирают ваши ФИО, ваши данные, хоть какие-то айпишники, как они смогут понять, что это именно вы, когда судебные органы к ним обратятся? То есть судебные органы говорят: Иванов Иван Иванович совершил то-то, то-то, дайте нам все его данные. И биржа их дает, потому что у нее есть эти данные, каким бы образом они их не собрали. Также здесь в статье напоминание, что Uniswap заблокировала на уровне фронтенда 253 IP-адреса, связанных с незаконными операциями и активностью, что вообще-то децентрализованная биржа не делает. То есть они сами решают, кого блочить, кого нет. В общем, Uniswap параша-та еще. И одна позитивная новость. На фоне того, что криптовалюта якобы летит в ад, на этом фоне банк JP Morgan зарегистрировал патент на криптовалютный кошелек. Сделали они это для того, чтобы удовлетворить потребности клиентов. Как они заявляют, с помощью криптовалютного кошелька клиенты банка смогут переводить и обменивать цифровые активы. Я думаю, просто так JP Morgan не стали бы на таких негативных новостях, на таком негативном фоне внедрять себе возможность перевода цифровых активов.
активов. Среди прочих характеристик указаны обработка криптовалютных платежей, виртуальные расчетные счета и финансовые услуги. Какие именно криптовалюты они, конечно же, не уточняют, не время еще для этого. Однако сам генеральный директор JP Morgan Джейми Даймон считает инвестиции в криптовалюты рискованными. В принципе, он всю дорогу об этом говорит. Однако же действия у него со словами расходятся. Даже здесь об этом написано. Считает он их рискованными, хотя несколько месяцев назад признал, что платежи в криптоактивах могут проводиться гораздо быстрее в сравнении с фиатными валютами. Даймон считает, что если у клиентов есть спрос на цифровые активы, нужно предоставить им необходимые продукты, невзирая на его личное мнение по этому вопросу. В общем, пока вовсю форсят негатив, такие киты, как JP Morgan, внедряют к себе криптоиндустрию. И еще одна новость. Я думаю, все знают сайт CoinMarketCap, где можно посмотреть всю необходимую информацию по криптобиржам, по криптовалютам. Так вот, они внедрили вот такую штуку. Если зайти на список бирж, возле некоторых появился вот такой значок, который при нажатии на него поможет узнать резервы, крипторезервы той или иной биржи. Сейчас мы видим такие значки у Binance, KuCoin, Bitfinex, и я думаю, остальные тоже подтянутся для того, чтобы не отставать от крупных бирж. Если глянуть, например, на Binance, вот список всех их резервов. Визуально также все отображено. Наибольшая часть в Binance USD, почти 34%, в USDT чуть более 24%. Ну и далее по списку Bitcoin, BNB, Ethereum и другие. Давайте теперь посмотрим на график. Вчера у нас был пробит вот этот большой треугольник. Я предположил, что снижение у нас продолжится. Оно у нас продолжилось. Мы достигли зоны. Обновили вот этот лой, пробили, поэтому давайте вот эту штуку уберем, зону уберем. Однако разволновку я бы сейчас немного перестроил. На более мелкий таймфрейм я переходить не буду, но здесь даже визуально просматривается вот такая штука. Если это была волна 1-2, то тройка у нас вполне вероятно завершилась только вот здесь, и мы сейчас будем находиться в волне 4. Тройка, напомню, также это импульсная волна, которая состоит из 5 подволн. И в принципе вот они. 1, 2, 3, 4, 5. Вполне вероятно этим импульс завершится. Сейчас будет, по всей видимости, четверка. И данная четверка по классике стремится в зону четвертой волны более младшего порядка. То есть вот в эту проторговку. И затем с большей вероятностью мы сможем развернуться вниз, обновив еще раз лой, либо достигнув примерно зоны данного лоя. Пока просматривается вот такой сценарий на часовике. Ну а глобально без особых изменений, как мы видим. До сих пор здесь нисходящее движение, какой-то точки входа нет. На 4 часах, если посмотреть, также мы летим вниз и точки входа в лонг нет. По-прежнему находимся в завершающей стадии нисходящего движения. Также хотел бы отметить вот такую интересную штуку. Если посмотреть на фьючерсы на биткоин на бирже CME, то на дневке мы образовали еще один гэп. Вот здесь он у нас появился, вот такой пустой промежуток, а это значит, что есть большая вероятность того, что в скором времени мы сюда можем вернуться, закрыть этот гэп. Это у нас уровень примерно 16200, 16300. Напомню, у нас еще выше есть два незакрытых гэпа, это на уровне 27 примерно и на уровне 34. Вот так у нас уже появилось 3 гэпа, которые, по идее, на истории с большой вероятностью закрываются. Что значит закрываются? Это значит, цена вновь приходит на эти уровни. Теперь посмотрим еще эфириум. Вчера также была отмечена вот эта зона, куда стремится график. Мы сюда и пришли, прогноз отработал. Однако лой пробит не был. Разволновку я здесь переносить с биткоина не буду. Здесь принцип такой же. Идет нисходящее движение, но есть уже небольшие факторы на то, что движение вниз ослабевает и в скором времени может образоваться здесь разворот наверх. На таймфрейме в 4 часа также видим скрытый дивер. Еще немножко здесь нужно, чтобы обновить вот этот лой. Думаю, при снижении, при обновлении вот этого лоя как раз таки и будет сформирован дивер на объемах и на вот этом индикаторе. На этом все. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Telegram, регистрируйтесь по ссылке в описании на бирже BinX. Всем удачной торговли и счастливо!